Привет, друзья! Сегодня мы побываем в городе Козелец, что на Черниговщине. Узнаем историю города и его основные достопримечательности. Козелец расположен на полпути до Чернигова, рядом с известной автотрассой Е95. Сейчас Козелец, официально поселок городского типа, является центром района. В Козельце живет немного меньше 9000 человек. Весной пространные берега реки Остер, на которой раскинулся старинный городок, укрывают сплошным ковром желтые цветы – козлобородник. Говорят, что от них и происходит название поселка. Еще Козелец – город гетманской славы Украины. В Козельце много сохранившихся памятников казачества, барочные церкви, дом полковой канцелярии и одна из старейших резиденций левобережной Украины – усадьба Покорщина. Козелец известный достопримечательностями архитектуры, связанные с семьей Разумовских. Среди них собор Рождества Богородицы, который является одной из достопримечательностей украинской барочной архитектуры. Его строительство инициировала семья Разумовских, которые на то время были очень влиятельными и богатыми людьми в империи. Именно в это время и возвели величественный собор Рождества Богородицы, который строили в течение 11 лет с 1752 по 1763 года. Одновременно с собором была построена четырехъярусная колокольня, которая в настоящее время является высотной доминантой Козельца, своеобразным маяком на трассе Киев-Чернигов. Козелец известен с 17 века как укрепленный город, входивший в состав Речи Посполитой под названием Козлоград. С 1649 года Козелец был центром Козелецкой сотни Киевского полка. В 1656 году городу предоставлено Магдебургское право. В 1662 году здесь состоялся совет казацко-старшин, на котором была избрана гетманом Украины Якима Сомка. В 1708 году в Козелец перевели полковое управление Киевского полка. Здесь жили вся казацкая старшина и полковник. Город оставался административным центром полка до 1781 года. В 1782 Козелец – уездный город Киевского наместничества, а с 1802 – Черниговской губернии. Весной 1846 года в Козельце побывал Тарас Григорьевич Шевченко, когда по заданию археографической комиссии путешествовал, чтобы зарисовать исторические архитектурные памятники Черниговщины. В повести «Княгиня» описал Козелец и его архитектурный памятник собор Рождества Богородицы. Собор построен в 1752-1763 годах по заказу графини Натальи Разумовской, архитекторами Иваном Григоровичем Барским и Андреем Квасовым, в знак благодарности Богу за счастливую судьбу сыновей заказчицы. Собор имеет крестообразную форму по традиционному христианскому обычаю и сделан из камня. Внутри гостей встречает венецианское убранство и плавность четких переплетающихся линий. Прямо не собор, а настоящее произведение искусства.
Во время Второй мировой войны в соборе находились лагерь для военнопленных и конюшня. Ну и рядом со зданием собора расположена четырехъярусная колокольня 1766-1770 годов постройки. Архитекторы, вероятно, те же – Григорович Барский и Квасов. В парке неподалеку от церкви Рождества расположена Киевская полковая канцелярия, памятник архитектуры XVIII века. Одно из двух сохранившихся административных зданий канцелярий казачьих полков. Здание построено в 1756-1765 годах по заказу полковника Киевского казацкого полка Ефима Дарагана по проекту и под руководством архитектора Андрея Квасова. В 1765-1781 годах здесь находилась канцелярия Киевского казацкого полка, а после отмены полкового устройства в 1781 году – Козелецкий магистрат. С 1860 года до 1917 здесь находилось Козелецкое уездное земство, где в течение 1862-1868 годов работал акцизным чиновником писатель и этнограф, автор первого украинского романа «Любарадские» Анатолий Свидницкий. На первый взгляд простое и незамысловатое здание обычной канцелярии, но гармоничность в пропорциях чертами раннего классицизма и барокко просто не могут оставить равнодушными. Канцелярия имеет вид прямоугольника с подвалом и крыльцом, на крыше которого организована открытая терраса, увенчанная аркадой колонн. Во время Второй мировой тут обитала гестапо, а с 1060-х находится библиотека. В самом центре города, на центральной площади, расположена Вознесенская церковь. Она каменная, пятикупольная, крещатая в плане. Угловые купола декоративные. Центральная башня больше угловых и играет главную роль в силуэте храма. Имеет 8 окон. Фасады оштукатурены, побелены, украшены полуциркульными окнами и карнизами. Рельефные украшения фасадов невысокие, а декора мало. Вознесенская церковь была построена на рубеже 1860-1890-х годов. Строение является примером традиционализма для украинской архитектуры. На сегодняшний день в храме действует музей истории ткачества с широким разнообразием тканей и работ мастеров Черниговщины. Третья старинная казацкая церковь в Козельце – Николаевская, расположенная рядом с рекой Остер в частном секторе исторического центра города. Церковь построена на южной границе древней крепости, на месте деревянной церкви. Построена в 1781-1784 годах в стиле позднего барокко на средства священника Торловского и прихожан. Каменная, крестообразная, фасады с треугольными фронтонами. Церковь является примером коллаборации народной архитектуры и раннего барокко. Интересно, но церковь возвели всего за 4 года, что превзошло ожидания заказчиков в несколько раз. На сегодняшний день церковь действующая. На южной окраине города находится усадьба Покорщина, древнейший из сохранившихся до наших дней усадебных комплексов левобережной Украины. Усадьба построена в середине XVIII века на невысокой террасе правого берега реки Остер. Принадлежащая семье Веры Григорьевны Дараган, сестре графов Алексея и Кирилла Разумовских, и ее мужу, киевскому полковнику Ефиму Дараган, приобретенная Натальей Разумовской для приема в 1744 году невестки императрицы Елизаветы,
позже подаренный владелицей в приданое дочери Вере. Туристов здесь привлекает в первую очередь смелое архитектурное решение усадьбы в стиле раннего дворянства. К деревянному дому ведет узкая аллея, а по сторонам расположилась каменица и барские хоромы. Слева от дома находится каретная, где до наших дней сохранились примеры карет с искусно вырезанными узорами. Существует две версии названия Покорщина. Ученые считают, что название усадьбы происходит от фамилии полкового писаря Ивана Покорского, которому принадлежала земля под имением до 1744 года. Местная легенда же гласит, что здесь царица Елизавета после тайного венчания с Алексеем Разумовским покорилась его матери Наталье Разумовской, которая в то время еще была обычной шинкаркой. Каменица Дороганов – каменная хозяйственная постройка, которая использовалась как кладовая для хранения ценностей. Построена одновременно с главным усадебным домом. В советские времена каменицу превратили в типичную колхозную кладовую, а сейчас она пустует и потихоньку разрушается. И напоследок еще одна достопримечательность в Козельце. Памятный знак, посвященный остановке в Козельце процессии перезахоронения Шевченко, следовавшего в Канев. Этот знак можно найти в сквере недалеко от центра Козельца. Особой эстетичной ценности, на мой скромный взгляд, этот знак не имеет, но историческую вполне. Козелец – интересное место, богато на исторические и архитектурные достопримечательности. Стоит здесь обязательно побывать.